Погнали вниз. У меня есть нож, у него лопата. Найс сквад. Погнали, Фиди. Да и тем более тут нет шибко-то и темно. Может быть, даже что-нибудь полезное здесь найду. Вкусненькое, полезное и тому подобное, да. Грибы, кстати, тут такие подозрительные, я бы сказал. Опа, трупик. Это к добру. Это к добру. Это к добру. Ну, на тебе будет второй, на всякий случай, ножичек. Фиолетовые грибы. Он, скорее всего, кстати, грибов нажрался, вот и подох. Опа, еще какой-то камушек подозрительный. О, схрон. О, деньги! 100 рублев и стимулятор. Зашибись, я теперь перехиляться смогу, еще что-нибудь купить, пожрать там. Зашибись. Так, ну... Не, как-нибудь в другой раз туда загляну. Сталагмиты, сталактиты и прочая всякая туфта мне не помешает добраться до какого-нибудь местечка. А вот, кстати, уже похоже на город. Крысы тут всякие бродят, нафиг они мне нужны. Так, ну и где я вылезу? А, вот я и в городе. Зашибись. Ха-ха. Вот так вот. От нехер мне было не давать проходить. Сам ты инвестор. Я не хочу быть инвестором. О, книги. Что-то у нас здоровенький очкарик. Согбенный мужчина, стоящий за деревянной стойкой, стар. Очень стар. У нее нормально Мерлин местный. Фантастически стар. Да ёпта, нихуя он не фантастический стар, заебал. Ему можно дать все 100. Где? Ни одной складки не вижу. Просто оброс мужик. Тем не менее, его взгляд живее живого. А когда он быстрым движением разворачивается к вам, вы и вовсе вздрагиваете на секунду, испугавшись, что перед вами кто-то просто изображающий старца. Но нет, старичок просто очень бойкий. Ой, вей! А, так ты еврей! Все понятно. Понятно все. Мой брат. Мое счастье. Ценный покупатель. Зашли полюбоваться моими товарами, дорогой мой человек. Или поболтать по мелочи всякой о разном. Пожилому Аврааму интересно и то, и другое. А я больше торговлей интересуюсь. Старик чуть горбится над своей стойкой и деловито потирает руки. О, ну этому я только рад. Мое добро за ваши звонкие тугрики. А я использую свое умение бартера. Только тугриков у меня это в обрез. Сделаешь скидочку по доброте душевной? Да ёбаный в рот, нахер я этот навык качал, если не работает, нифига, ну блин. Обрез обрезом, дорогой мой, но дешевить я не стану. Это как минимум неуважение к моим прекрасным книгам. Вы поглядите, хорошие же книги. Вот и просят хороших денег, а я их верный слуга. Ну давай покажи мне, что у тебя есть. Противоядие, оно мне не нужно. Броня из покрышек, тем более не надо. Целебный порошок, ну навряд ли пригодится. Не, это мне все не надо. Книжку мне у тебя поручили забрать. Держи чек. Старик с интересом разглядывает бумажку, передаю вам на хранение барменом отрадного, и с улыбкой исчезает под своей хлипкой стойкой. Товарищ Толкин вас таки заказал. Один светлый молодой человек, да еще из самого приличного села в округе. Пообщавшись с пыльным томом в твердом переплете, старик передает его вам в руки и заключает. Властелин колец, одна штука. Именно таки честь служить развлечению и культурному обогащению общественности. Ну, Властелин колец это да, это хорошая штука, это хорошо. Моя прелесть, да, особенно для евреев. Спасибо, бармен будет рад. Книженция очень любопытная, таки рекомендую. Хотя перевод на мой вкус странноват. Ты смотри, как интересно. Ладно, мне пора. Заметив, что вы поворачиваетесь к выходу, старик начинает ясно паниковать. Не торопите свой Ауфирдзейн, молодой человек. Хорошо сложенный искатель приключений и такой редкий ходок в мою скромную лавку, что я не могу отпустить его просто так. Пожалуйста, может вы бы смогли выручить этого старого дурака с одним неприятным дельцем? Почему бы и нет? Слушаю. Вы просто спасение свыше. Будто Бог слепил вас из маны небесной. Слушайте же. В северной части региона появилась секта абсолютных лудитов. Они называют себя иллитераты или неграмотные. Атакуют исключительно тех,
кто доставляет мои книги другим букинистам. Согласно их безумной вере, умение писать довело мир до нынешнего цугнета. Не будет книг, не будет ни наук, ни образованных людей, ни технологий, потенциально способных повторить ядерный холокост. Так считают они. И хотя спорить с ними я не готов, я прошу, пожалуйста, помогите мне их остановить. Я бы простил антисемитизм, но врагам книг нельзя позволять безобразничать. Все, что нужно, чтобы выманить их шайку из укрытия, это появиться в их зоне обитания с большой стопкой книг. Если в вашем сердце есть место для литературы, возьмите вязанку книжек и отправляйтесь на север, чтобы покорить врагов беллетристики. Ну это изи. Ладно, я попробую тебе помочь. Спасибо, даже не продолжайте, ведь этот пожилой мужчина может разрыдаться, как заправский киндер. Киндер. Возьмите это для наживки. Старичок протягивает вам увесистый узелок с книгами. Это почти полное собрание сочинений Ленина. Ах ты ж ты еврей. Ладно. Связанные прочной лентой. Вы берете стопку и присвистываете. Походите с этой бандурой по северным землям. Рано или поздно вы все-таки встретите этих лиходеев. Хорошо, тогда я пошел. Давай, удачи. Кстати, что у меня там по голоду? Я помираю. Это печально. Надо съесть пигалетик. Хавай. Все. Теперь я жив, здоров и пошел дальше. Чепушествовать. Чепушка я. Так. Полиция. Нафиг она мне нужна? О, в мусорке порыться можно? Вот это вот моя прелесть. Камень. Опять. Опа. Здоров, мужичок. Интересно. Так нахера ты к пистолету, блядь, приделал дуло автомата, дебил? Черноволосый бородач в кожаной куртке любовно начищает детали разобранного на газете автомата Калашникова. Он насвистывает какую-то незамысловатую мелодию и кажется с головой ушедшим в свое занятие. Внимание! Понаблюдать за его действиями. Успех! Наконец-то! Вы внимательно следите за движениями мужчины. В том, как он чистит детали автомата, есть определенная система, и кажется, вы начинаете ее различать. Я использую свой навык интеллекта и попытаюсь разобраться в его методике. Опа! Вы пытаетесь понять, чем его метод по слежению за состоянием оружия отличается от вашего, и постепенно начинаете отмечать определенные закономерности. Вы запоминаете его движение, и тут мужчина наконец замечает ваше присутствие. Любитель оружия? Прекрасно. У меня тут есть самые лучшие стволы в пустоши. Такие ты вряд ли встретишь где-то еще. Вот и чудно. Показывай свой ассортимент. Нет у меня таких денег. Ну тебя в пень. Вот в больничку я бы заглянул. Кстати, я забыл совсем про древо умений. Что тут у нас есть? А я, наверное, буду, кстати, обращаться с автоматами. Так что изучу автоматчика и кончились навыки. О, какой интересный человечек. Лежит тут, чилит. Здоровенький булы. Чё скажешь? Ваш спутник видели, внезапно ухмыляется, заметив лежащего на койке мужчин. Он в развалочку подходит поближе и громко хлопает в ладоши. Вы с недоумением смотрите на своего боевого товарища. А вот больной не выглядит удивленным. Наоборот, улыбается во все 32 зуба. Фи, неужто сподобился навестить? Да на кой ты мне сдался? Просто мимо проходил. Ой, да меньше заливай. Волновался небось. Кстати, а что это за компания у тебя? Вроде узнаю. Познакомьтесь, это агент с базы. Аркаша, по Морозовскому делу. А вот этот тип на лежанке господин Михаил Федорович, агент на местах. Занимается торговлей в пустоши. Приятно, Аркаша. То-то я погляжу, что лицо у тебя знакомое. Видать, замечал тебя на базе. Молча кивнуть. Да уж, рад я нашему знакомству. Спрашивается, почему? Отнюдь не только потому, что я еще одного атомовца встретил. На самом деле у меня как раз есть задание для своего агента. Полезная организация. И этому самому агенту. Полезная, говоришь? Ты меня заинтересовал. Продолжай. Хорошо. Так в чем хлеб и соль? Есть. Точнее был. Такой дачный поселочек. Красный Боец назывался. Место было отличное. Даже дача одного важного гебиста там была.
Говорят, что с личным бункером на случай войны. Поселок уже давно стоит заброшенный, живут там только всякие неприятные мутанты. И ни у кого из нынешних власть имущих не доходят до него руки. Точнее, не дотягиваются они до него, так как он на территории, которую контролируют разные банды. Но хрен с ним с бандами. Место-то отличное, дачи почти не пострадали, мутантов выкорите. И считай, замечательная база для атома и торговые фактории готовы. Нужно же это место как-то утилизировать. Ладно, я так понимаю, что нужно этих мутантов перебить. Я согласен. Молоток, вот это я понимаю, дух настоящего атомовца. Всегда готов к опасным приключениям, общественно полезным, но все-таки авантюрам. Так давай, я отмечу этот поселок на твоей карте. Вы передаете карту Гожину, и тот уверенно прожигает на ней аккуратную дырочку кончиком своей папиросы. Держи обратно и удачи в выполнении задания. Только карту попорть. Ладно, пойду я. Реально, нафиг он туда сигарету-то хернул. Дурачок. Что-то реально все больше и больше заданий набираю. А как их выполнять-то? Ладно. Поищем еще заданий на свою жопу. Так, а чего у нас здесь? Ну-ка-с, что скажешь? Верзила в кепке останавливает вас, выставлен вперед ладонью. Он вполне дружелюбно смотрит на вас, но заставить его покинуть свой пост вряд ли получится. Ну здорово, приятель, сразу предупреждал. Это место сбора местного криминалитета. Посторонним вход запрещен. Тогда посторонись, показать воровской паспорт. Охранник внимательно оглядывает ваш документ и только качает головой. Знаю такое, но это ж мелочевка. Мне велели не пропускать незначительных преступников. Уж извини, я бы на твоем месте попробовал бы пристроиться к Дэну на старом заводе с такой бумажкой. Поразительно, как ты легко признался, что здесь местные бандиты сидят. А так все и без того уже в курсе. Милиция знает, горожане знают. А вот приезжим нужно объяснять, чтоб не забрели себя на беду. Ну понятно, тогда не буду задерживаться. Пока. Ладно, погнали обратно в свою канализацию. О, а это видно. Еще один квест. Мужчина лет 50 в форменной фуражке безумно машет руками, выкрикивая странные агитационные фразы. Увидев вас, он замолкает. Эй, гурман, есть жирный бараний шашлык и цыпленок табака. Что поджаришь? А с чем в бадминтон сыграешь? Шашлык я люблю. Почем продаешь? Мужчина широко улыбается и хватает вас за руки. О, святая Елена, ты ведь даже не понимаешь, о чем речь. Ты чист. Ты не часть заговора. Ты должен помочь мне. Какого рода помощь тебе нужна, мужик? Мужчина облегченно вздыхает. Похоже, он долго искал, кому бы излить душу. Ах, вот и нашелся слушатель. Значит так. Я говорил? Не говорил? Ну что я, почтальон в Красноземном. До недавних пор трудился. Неважно. Теперь-то вот сказал. Ну и дальше что? Рассказывай. Почтальон осторожно оглядывается по сторонам и подходит к вам поближе. Да вот однажды, когда по традиции чужие письма у себя в каморке перед работой вскрывал, обнаружил я. Но я вот это понимаю, да. Обычные почтальоны. Молча слушать дальше. Письмо на вид абсолютно прозрачное. Переписка о еде, о спорте, о кино. Но чем дальше я его читал, тем понятнее мне становилось, что передо мной шифр. И слова в письме совсем иное значат. Вот тебе, допустим, фразочка. Кто так на прошлой неделе вашего Кирилла Андреевича разозлил? Сегодня в бадминтон с куриным шашлыком до того разыгрался, что 3 порции пришлось в утиль отправить. У мужика талант. Жаль, камеры включать не разрешает во время игры. Странно? Странно ведь, не правда ли? Ну да, какое-то странное письмо. Странность, это мягко сказано. Учти, что Кирилл Андреевич это крупный торговец. Богач из далекого Трудограда, а письмо к нам пришло из Перегона, из шашлычной лавки неких Ивана Кирдяева и Антона Учеваткина. Лавка эта, кстати, очень популярна и среди купцов Перегона, и среди охранников, и среди членов торговой палаты. Мне доподлинно известно, что некоторые важные шишки из нашего Красноземного ее регулярно посещают с визитами, и это при том, что мы с Перегоном не особо ладим. Что же там за шашлыки такие, если они заставляют о политических дрязгах позабыть? Молча слушать дальше. Сдается мне, что это такие шашлыки, которые совсем не шашлыки. Логично. Вот еще отрывок. Получили 2 шашлыка из молодого барана. Пригодятся и на стройке, и в саду, и для бадминтона.
Ну да, опять же, звучит очень странно. Нахмуриться и сложить руки на груди. Молчишь. Вот и я бы молчал. Ведь звучит как чушь. Но если шашлык это не шашлык, а допустим раб, баран это мужчина, а бадминтон это уже, боже упаси, изуверство какое-то, жертвоприношение, убийство, тайные эксперименты, чем угодно может оказаться. Вот та же фраза в таком переводе. Получили 2 молодых мужчин-рабов. Пригодятся и на стройке, и в саду, и для жути этой, которую они бадминтоном называют. Что скажешь теперь? Но почему именно такие выводы-то? Про мужчин, рабов? Потому что ни о чем другом так говорить нельзя. Поверь, я основательно изучил эту переписку. Вот эта строка, от которой меня полночи трясло. В среду получили куриный шашлык в одной партии с цыпленком табака. Эти 2 сорта мяса всегда труднее всего разделить. К счастью, для шашлыка быстро нашелся гурман из трюмов, а буквально через 3 дня цыпленка заказали на вечер бадминтона на бункер ТП. Да, это как-то не очень. Если бараний шашлык это мужчина, то куриный скорее всего женщина, а цыпленок чек это уже что-то страшное, это статья. Скорбь в глазах вашего собеседника непередаваемая. К таким же выводам и я пришел. Начал расследовать. Из еще одного письма от тех же Ивана и Антона из перегона я узнал, что они покупают пустые видеокассеты в этом самом прокате. Так что к бадминтону добавим еще и жуткие съемки неизвестно какого характера. В общем, то, что творится в их шашлычной, это скорее всего самое близкое к аду на земле, что можно только вообразить. Скажи мне, ты готов разведать это место? Доказательства коррумпированности властей, до чего там только не вскроется, а я тебе за это заплачу. Что-нибудь из последних своих, из скромных. Ничего не жаль для справедливости, если решиться, используй вот это. Мужчина передает вам смятое письмо, торчащее из разорванного конверта. Я ничего не обещаю, но посмотрю, что я смогу сделать. Одно слово, спасибо. Письмо тебе для примера их переписки. Я решился стащить только одно, знаешь где перегон? Неважно, давай я отмечу. Бывший почтальон быстро выхватывает вашу карту и помечает на ней местоположение перегона. А я тут продолжу агитировать людей. Будить их. Ну давай, до скорого. Все больше и больше квестов, как я их делать-то буду? Епа! Все исписано. Блин, опять неприятности, опять текст. Перед вами стоит мрачноватый мужик в форменной шапке. Он перечесывает свои густые пушкинские бакенбарды и периодически зычно кашляет, прикрывая рот мозолистой пятерней. Заметив вас, он сужает глаза и подманивает вас пальцем поближе. Так, товарищ, прописку покажите. Прописку? Секундочку, куда же я ее положил? Обманываем сотрудника правоохранительных органов. Понятно. Так и зафиксируем. Подозреваемый отказался предъявлять прописку, а также попытался ввести в заблуждение. За это у нас положен штраф, между прочим. Ну ты, блядь, сука, в городе все полицейские конченые мрази. Вообще варьё у вас в самом городе живет. Заебали. Прям как в жизни. Вот только не нужно начинать, мой амиго уже заплатил за вход в Красноземный. А, так и Фидель тут. Но, пардоньте, не признал. Ладно, можешь гулять по городу. Я просто офигеваю с ваших тут порядков. Порядки как порядки. Просто следим за соблюдением законов и наличием всех необходимых бумаг у жителей. Ладно, с вашей милицией все понятно, я пошел. Удачи. Блять, вот сюда давай. Черепашки ниндзя с нами. Но продолжим мы наше приключение уже в следующей серии. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.